В самом сердце Европы, где холодные ветры шепчут отзвуки давно минувших дней, скрыты подземные комплексы, оставшиеся после Великой войны. Эти лабиринты тайных лабораторий стали свидетелями невообразимой активности, происходившей в мрачные времена Второй мировой войны. Здесь, под толщей земли, ученые и военные инженеры трудились в смертельной тишине, создавая изобретения, которые могли бы навсегда изменить мир. Эти места, скрытые от глаз посторонних, таят в себе артефакты, которые до сих пор вызывают трепет и удивление у современных исследователей. В этих подземных залах можно найти древние чертежи изобретений, которые казались бы фантастикой в те времена. Сверхмощные двигатели, невообразимые устройства, даже прототипы роботов, которые были способны выполнять человеческие команды. Углубляясь в лабиринты, исследователи наталкиваются на остатки странных механизмов, напоминающих о тех временах, когда проходили фантастические эксперименты. Железные конструкции, некогда гордо возвышавшиеся в своих тесных усыпальницах, теперь покрыты пылью веков, но до сих пор сохраняют дух былого величия. Сквозь трещины и облупившуюся штукатурку этих стен историй вплетены секреты, которые лишь начинают раскрываться. Именно здесь, в глубине подземелья, были найдены загадочные артефакты, которые были спрятаны от любопытных взглядов. Они хранят воспоминания о времени, когда наука и война сплелись в неразрывный союз, и их исследования и открытия были нацелены на одно — достижение превосходства любой ценой. Но что же скрывают эти подземные залы на самом деле? Какие еще загадки прячут глубины? И готовы ли мы к тем открытиям, которые могут изменить наше понимание истории? Завеса секретности — засекреченные изобретения, которые могли изменить мир. В тени этих подземных лабиринтов скрываются засекреченные изобретения, которые могли бы кардинально изменить ход истории. В некоторых из них использовалась технология, которая опережала свое время на десятилетия. Например, среди обнаруженного оборудования были устройства, напоминающие ранние версии тепловизоров. Представьте, как такие технологии могли бы повлиять на исход сражений, позволив солдатам видеть сквозь темноту и туман. Тут же, в запыленных ящиках, спрятаны прототипы миниатюрных радио, что могли бы обеспечить бесперебойную связь на полях сражений. Одним из самых интригующих открытий стал проект «Летающие тарелки» — дискообразный летательный аппарат, разработанный для молниеносного перемещения с неизведанными возможностями маневрирования. Рассказы свидетелей тех времен утверждают, что эти подземные лаборатории были местом, где мечты о сверхчеловеческих способностях и волшебных технологиях принимали реальные очертания. На этом фоне всплывают истории о проектах создания солдат, обладающих силой и выносливостью намного выше человеческой нормы. Подземные залы стали местом проведения многочисленных экспериментов над психикой и физическими способностями человека. Некоторые архивные документы описывают успешные попытки кратковременного усиления скоростных и силовых показателей испытуемых. Все эти изобретения были спрятаны под завесой тайны, и доступ к ним имели лишь избранные. Возможно, если бы эти секреты были раскрыты, мир мог оказаться совершенно иным. Но почему же эти невероятные разработки так и остались под землей? И какие еще тайны скрывают эти холодные коридоры? В этих вопросах и скрывается начало невероятных открытий, которые все еще ждут своего часа. Подземные бункеры — святилища исчезнувшей технологии. Среди разветвленной сети подземных бункеров, построенных в разгар Второй мировой войны, скрывались уникальные хранилища технологий, погибших в пыльных архивных папках. Эти бункеры — настоящие святилища исчезнувшей науки, где стены хранят невидимые нити связи между прошлым и возможным будущим. Длинные бетонные коридоры ведут в просторные залы, в которых некогда работали гениальные умы того времени, стремясь создать будущее, которое так и не стало реальностью. Пытаясь понять суть этих пространств, исследователи находят загадочные механизмы, скрытые в бронзовых ящиках и железных контейнерах. Это оборудование, идеально сохранившееся в условиях подземной изоляции, раскрывает свои секреты только тем, кто умеет читать между строк и видит за рамками очевидного. Громоздкие агрегаты, все еще подключенные к сложной системе труб и кабелей, молча свидетельствуют о масштабах работы, проводимой в этих мрачных лабораториях. В некоторых из бункеров обнаружены сотни документов, содержащих чертежи и записи, которые описывают уникальные эксперименты, начатые, но так и не завершенные из-за затерянных в вихре войны судеб. Одним из таких проектов было создание механических гигантов. Огромных машин, оснащенных для поддержки военных действий. Эти монстры из железа могли бы перевернуть ход боевых столкновений, но время пятилось и унесло с собой планы и надежды инженеров. Загадочные устройства, скрывавшиеся в темноте этих бункеров, рассказывают нам о потенциале, который так и остался нереализованным. В каждой из этих погребальных камер технологий скрыты нити, ведущие к целому миру, которого мы никогда не увидели. Но стоит ли раскрывать их сейчас, когда прошлое уже превратилось в пыль? А что, если из глубин лабиринтов еще есть незакрытые тайны, которые могут вновь вспыхнуть в нашей реальности? Немыслимые эксперименты, солдаты будущего и судьба.
В самой гуще этих подземных лабораторий проводились эксперименты, которые могли бы показаться фантастикой даже в наше время. Ученые, ведомые идеей создания солдат будущего, стремились преодолеть природные ограничения человеческого тела. В этих мрачных и сырых помещениях проводились исследования, направленные на улучшение физических и психических способностей. Истории о проводимых экспериментах кажутся невероятными. Людей подвергали воздействию различных химических веществ и инновационных устройств, стремясь увеличить их силу, скорость и выносливость. Некоторые архивные документы, найденные в глубине комплекса, свидетельствуют о том, что были достигнуты временные успехи в увеличении выносливости и физических параметров испытуемых. Однако результаты этих экспериментов не всегда были столь радужными. Опыты над солдатами часто заканчивались трагедиями, становясь неизбежной платой за стремление к идеальному бойцу. Тем не менее, инженеры и ученые не сдавались, продолжая искать способы создания суперсолдат и реализации своих амбициозных целей. Но почему же, несмотря на все усилия и амбиции, эти эксперименты так и не вышли за пределы лабораторий? Возможно, причиной стали не только трагические последствия исследований, но и противоречия, разрывавшие военных руководителей того времени. В результате проекты были заморожены и забыты, оставив после себя только тени в забытых залах. Но что, если технологии и знания, родившиеся в этих подземных камерах, еще могут напомнить о себе и изменить наше будущее? Забытые гиганты, машины-колоссы под землей, которых мир никогда не увидел. Как только исследователи углубились в темные коридоры, скрытые под землей, они наткнулись на гигантские машины, которые с первого взгляда поражали воображение своим масштабом и амбициозностью. Эти стальные колоссы, окруженные проводами и трубами, служили частью когда-то запущенного, но так и не реализованного военного проекта. Долгое время они оставались лишь в тени, как безмолвные стражи прошлого, но сохранили все детали, словно ожидали своего часа. Каждая из этих машин была настоящим инженерным чудом, способным выполнять задачи, которые тогда считались невозможными. Некоторые из них представляли собой массивные танки, оснащенные орудиями и способные преодолевать любую местность. Другие — летающие аппараты, которые инженеры пытались поднять в воздух, хотя их полет так и остался мечтой. Эти механизмы могли бы перевернуть ход войны, но остались лишь планами и забытыми чертежами, оставив после себя лишь пыль от былых надежд. Тайные документы, найденные рядом с этими массивными конструкциями, раскрывали планы построения армии из этих гигантов, которая могла бы представить собой небывалую силу на полях сражений. Страницы были заполнены расчетами, схемами и протоколами тестов, которые вели инженеры, пытаясь оживить свои создания. Но на подходе к финальному этапу проект был приостановлен, и машины остались недоделанными, как свидетельство невероятных амбиций эпохи. Почему же эти гиганты так и не увидели света? Возможно, ресурсы были исчерпаны, или, быть может, их создатели поняли, что темная сторона технологии может стать непредсказуемой в руках человечества. Секреты этих машин, застывшие под землей, так и остались спрятанными, но их величие до сих пор захватывает воображение. И когда кажется, что уже все известно, возникают новые вопросы о том, что еще может скрываться в забытых уголках подземного мира. Операция «Феникс» — мистический план возрождения сверхоружия. Как только мы приближаемся к разгадке секрета, утраченного в глубинах времени, всплывает мистический план под кодовым названием «Феникс». Эта операция олицетворяла идею возрождения сверхоружия, способного перевернуть представление о мощи и влиянии на поле боя. В то время, когда исход войны был под вопросом, стало ясно, что существующие технологии могли не справиться с поставленными задачами. Именно тогда в темных подземных залах возник план оживления забытой мощи. Проект «Феникс» был окутан завесой таинственности и рассматривался как альтернативный путь к превосходству. Архивы раскрывают, что его целью было возродить и усовершенствовать оборудование, которое считалось устаревшим или даже невозможным для реализации. Главной задачей операции было создание гигантских машин, уничтожающих врага в считанные секунды. Некоторые документы упоминают даже о попытках воспроизведения энергетических полей, защищающих солдат, и технику, отражающих атаки и удары. Но почему этот дерзкий план так и не увидел свет, оставаясь лишь на страницах секретных досье? Вероятно, причиной стали не только технические трудности, но и политические интриги, которые спутали карты его организаторам. Несмотря на все усилия, Феникс так и не возродился из пепла, оставив за собой лишь мечты о мощи и величии. Однако эти мечты могут стать ключом к открытию новых горизонтов. Какое наследие оставил этот таинственный проект, и может ли он еще изменить наш мир? Остается загадкой, готовой к разгадке теми, кто осмелится погрузиться в глубины прошлого. Тайна исчезновения. Почему военные разработки канули в лету?
Когда дым войны рассеялся, оставив после себя руины и пепел, в подвалы истории канули невероятные проекты, обещавшие изменить ход событий. Зачем же эти разработки оказались забытыми? Частично это было связано с разрушительными последствиями войны, в ходе которой ресурсы были истощены, а многие планы просто похоронены под обломками. Экономический кризис и восстановление стран после разрушений оставили мало времени и средств на поддержание амбициозных военных проектов. Кроме того, секретность и внутренние противоречия сыграли роковую роль. Участники разработок не всегда имели согласие между собой, и политические интриги зачастую блокировали реализацию даже самых перспективных идей. Возможно, именно это стало причиной того, что инженеры и ученые, стоявшие перед выбором между моралью и долгом, предпочли оставить свои работы в тени. Некоторые из них осознали, что последствия создания таких технологий могут быть слишком опасными. Однако главной причиной могла стать смена фокуса. После окончания Второй мировой войны политические и военные приоритеты стран изменились. Впереди маячили новые угрозы и вызовы, требующие иных ответов. Тем временем старые разработки со всеми их чертежами и замыслами оказались неактуальны. Мир устремился к новым горизонтам, оставив за собой забытые гиганты и несбывшиеся мечты подземных лабораторий. Но почему эти разработки так важны сегодня? Их изучение может помочь понять не только путь, пройденный человечеством, но и предостеречь нас от ошибок. История, запечатленная в этих подземных залах, остается напоминанием о том, как далеко могут зайти амбиции и к чему они могут привести. Время от времени прошлое все еще протягивает руку к настоящему, напоминая, что за каждой дверью, открытой во имя прогресса, могут скрываться тени, готовые вырваться на свет. Возвращение в настоящее. Уроки прошлого для нашего времени. Заглядывая в прошлое, мы понимаем, что технологии Второй мировой войны были не только амбициозными, но и часто опережали свое время. Их изучение позволяет понять, как далеко могла зайти наука в тех условиях и какие потенциалы остались нереализованными. Но что это значит для нас сегодня? Прежде всего, эти находки напоминают нам о невероятной изобретательности и решимости, которые могут мотивировать нас искать инновационные решения для современных вызовов. Интересно, что многие идеи тех времен, как, например, прототипы тепловизоров или миниатюрные радиостанции, ныне стали частью повседневной жизни. Технологии, которые были тайной подземных лабораторий, теперь широко используются в различных отраслях, от медицины до связи. Но можно предположить, что и другие, более загадочные разработки могут вдохновить нас на создание новых решений в будущем. Это показывает, что прошлое может не только удивлять, но и направлять наше развитие. Конечно, извлечение уроков из истории требует осторожности. Операции и эксперименты того времени были окружены не только секретами, но и моральными дилеммами. Остается вопрос, как избежать повторения ошибок, когда технологии, задуманные как оружие, могут выйти из-под контроля. Тем не менее, возвращение к этим историям позволяет нам увидеть мир более многогранно и вдохновляет на поиск баланса между инновациями и этическими нормами. Прошлое, спрятанное в подземных залах, напоминает нам о том, как важно помнить уроки истории и использовать их для создания более безопасного и ответственного будущего.